Всем привет! Сегодня у нас летний прогноз на любовь. Не всем повезет, да, потому что не все карты хорошие. И сразу говорю, вот вы видите 3 колоды карт. Первая колода Нейроведьмы и Деда номер 1, вторая Нейроведьмы и Деда номер 2 и номер 3. Забыл, что хотел сказать. Да, вы эти колоды можете распечатать. Ссылки на макеты, на профессиональные макеты, а не вот эти вот там скриншоты и прочая ерунда. Профессиональные макеты, которые готовы к печати, как сказать, на Бусти. Ссылка на Бусти в посте макеты колод. И сразу говорю еще раз, одна девочка уже распечатала. У нее маленький магазинчик эзотерический, она распечатала, онлайн она. И она за день продала 20 колод. Поэтому торопитесь, кто хочет заработать, можно. Мне ничего с этого не надо, это мой подарок вам. И вот видите, девочка за один день 100 тысяч, 100 тысяч заработала. Это, я думаю, хорошо, поэтому, как говорится, никого не останавливаю. 3 макета. Макет Нейроведьма и 3, Нейроведьма и Дед 3 — это бывшее зеркало безумия. Оно тоже есть, ее тоже можно продавать. Колоды редкие, не то что редкие, а их почти нет нигде. И, пожалуйста, как говорится, зарабатывайте, можете просто себе распечатать. Итак, смотрите, как сегодня поступим. Первая колода — первый вариант, вторая колода — второй вариант, третья колода — третий вариант. Выбирайте свою колоду или камешек и начнем. Единички. Единички... Да, передо мной 4 вопроса на бумажке написаны. Первый вопрос для сигнификации, что сейчас в твоей любовной жизни творится. У тебя фигня творится. Есть у тебя один мужик, который крутится рядом уже давно. Он не торопится, не давит, не лезет с признаниями, просто крутится. Просто по мелочи помогает, то сумки донести, то за покупками съездить, то кран починить. Обычный мужик, работящий, надежный. На него, как говорится, положиться можно, но искры нет. Ты его как хорошего друга воспринимаешь. А ты сейчас вообще в таком состоянии, что медленно уходишь от прошлого. Год назад тебе было больненько. Не хотелось никого видеть, ни с кем общаться. И сейчас ты потихонечку из этой ямы выбираешься. Стала чаще из дома выходить, встречаться с подругами, возможно, даже начала. Даже на работе стала активно. Но сердце, оно еще на замок закрыто. И этот мужик видит, что тебе тяжело, и не лезет. Он понимает, что пока рано что-то требовать от тебя. Поэтому он просто рядом. Свои дела делает, не мешает тебе в себя приходить, и ты привыкла к тому, что он есть. Даже стала рассчитывать на его помощь, но любовью это пока не пахнет. Проблема в том, что ты к нему относишься как к мебели. Он для тебя удобный, но он для тебя неинтересный в плане любви. Ты в нем мужчину не видишь, с которым хочется рядом быть. Он слишком спокойный, слишком предсказуемый, а тебе хочется чего-то такого яркого.
Поэтому ты и не обращаешь на него внимания пока как на потенциального своего партнера. Хотя он реально хороший мужик и мог бы сделать тебя счастливой. Но пока ты этого не понимаешь. Какая искра вспыхнет этим летом? Ну, летом к тебе новая надежда придет. Ты кого-то встретишь, кто вот заставит твое сердечко снова биться. Это будет неожиданно и красиво. Вот ты мечтала вот о принце на белом коне, да? Вот он как раз и появится. Не буквально принц, да, конечно, но вот кто-то, кто покажется тебе идеальным. Но есть, конечно, загвоздка. Ты будешь мучиться выбором между вот этим новым красавчиком и вот тем надежным мужиком, который рядом уже давно. И это для тебя будет реально сложно. С одной стороны, стабильность, надежность, но скучненько. А с другой стороны, яркие эмоции, там бабочки в жопе, хотел сказать, бабочки в животе. Но зато полная неизвестность при этих же бабочках. Новый мужик, он совсем другой будет. Он, знаешь, он или из другого города приедет на лето в твой город, или ты поедешь куда-то, вот, как сказать, и там его встретишь. Понимаешь? И он будет говорить правильные слова, правильные жесты делать. У тебя от него будет, как говорится, кружиться голова. И ты подумаешь, вот оно, мое близнецовый пламенец. И тут начнется самое интересное, потому что ты начнешь разрываться между двумя мужиками. Один скучный, но верный, розетку сделал, а другой яркий, но вот, как сказать, непонятный, как там, как авокадо вместе с этим брокколи. Ты думать днями и ночами будешь, кого выбрать. Будешь советоваться с подругами, искать там знаки судьбы, да? На ромашке даже гадать возможно. А время будет идти, решение нужно будет принимать, потому что долго так продолжаться не сможет. Рано или поздно придется тебе определиться. Что может помешать твоему вот этому летнему роману? Ну, знаешь, что тебя подведет? Вот я не знаю, как правильно сказать, но у меня в голове крутится «ты влюбишься как дура». Ну, я тебя не считаю дурочкой, но вот просто у меня это в голове вот крутится, она влюбится как дура и все. Вот новые чувства, они ударят тебе в голову так сильно, что ты связь с реальностью потеряешь. Вот помнишь, как раньше, да, в школе влюблялись? Когда весь мир крутился вокруг одного человека, когда ничего больше не важно. Вот так у тебя будет. Ты станешь жить только вот этими отношениями. Подруг забросишь, про работу едва-едва вспоминать будешь, там про хобби вообще не говорю. И весь день будешь думать о нем, да, каждое его слово там вспоминать, анализировать, каждый взгляд. Будешь строить планы на будущее, даже уже после второго свидания. И верить будешь каждому его слову. И красные флажки, конечно же, ты не будешь замечать. А проблема в том, что от таких сильных чувств крыша едет. То есть, я тебе объясню, ты не будешь трезво оценивать вот это все, всю ситуацию. Ты не увидишь, что этот красавчик не так уж и идеален, да? Что у него есть и свои тараканы в голове. Что он просто не готов к серьезным отношениям, что для него ты просто вот будешь летней интрижкой. И ты знаешь, ты настолько ослеплена яркими эмоциями будешь, что упустишь важные детали. Ты не заметишь, что он сам не звонит, когда обещает, что избегает разговоров о будущем, что там встречается с тобой только когда ему удобно. И ты будешь для самой себя оправдывать все его косяки и думать, что это нормально. А когда ты поймешь, что он тебя просто использует, да, то поздно будет. Сердце разобьется, лето будет испорчено. И вот тот надежный мужик, который был рядом, он из-за этого может устать ждать и найдет себе другую. И понимается, что и получается, что у нас получится разбитое корыто. Как поймать свое любовное счастье этим летом? Знаешь, что нужно сделать? Вот стать королевой своей жизни.
Хватит тебе сидеть и ждать, что кто-то придет и сделает тебя счастливой. Хватит выбирать между мужиками, как между вот, как сказать, между вот блюдами в меню в ресторане. Возьми жизнь в свои руки, начни диктовать сама правила. Тебе нужен мужик своего уровня. Не того, кто тебя там ведет, и не того, кого ты ведешь, а равного мужика себе, равного партнера. Такого же сильного, такого же вот в себе уверенного, такого же вот целеустремленного. Чтобы вы были как две половинки одной жопки, понимаешь? Чтобы друг друга дополняли, а не пытались там друг друга изменить. Этим летом ты встретишь такого мужчину, он будет лидером, вот прям по жизни лидер, как и ты. Свои цели, свои планы, своя территория. Пытаться тебя подмять под себя не хочет и не будет, и не позволит даже себя подминать. Вы на равных будете, как два сильных человека, которые решили идти по жизни вместе. Но чтобы его найти и удержать, тебе нужно сначала самой стать сильной. Потому что ты из дома не выходишь, а слушаешь, как тебе будет весело летом. Как минимум из дома нужно выйти и поехать в какую-нибудь деревню, путешествие и так далее. Потому что помнишь, да, то, что встретится тебе он только там. Где-то там, но не у тебя в городе. И перестань метаться между вариантами, когда это все произойдет. Перестань ждать, что кто-то твои там вот эти все проблемы решит. Начать брать ответственность за свою жизнь. Твоя сейчас, как сказать, первая вот, как сказать, прерогатива, что ли. Когда ты станешь настоящей королевой, уверенная, самодостаточная, знающая себе цену, не сидящая в своей норке, как мышка, тогда и будет твой король. Потому что короли встречаются только с королевами. А вот эти вот золушкины сказки, как принц как сказать, на беднячке женился из-за того, что туфелька подошла. Это только в сказках. Короли с королевами, и никак иначе. А принцессы остаются с принцами, которые так и не вырастают до настоящих мужчин. Так вот, ты принца хочешь или короля? Вот подумай. Только не говорите мне, что император вас строить будет ого-го как. Император. А то я тоже читал от вас комментарии. Императора хочу. Да, чтобы император у вас был, да, по арканам Таро. Это какая ты сильная должна быть, что и он тебя просто вот уничтожит, морально втопчет прям в грязь. Императора не хотят. Мазохистки юные. Итак, все, шуточки в сторону, я тебе все сказал, дома не сиди, мышкой-нарушкой не будь. Так, перейдем ко второму варианту. Двоечки. Как всегда передо мной бумажка с вопросами. Первые все карты читаем парно. Первые карты — это что творится в твоей сейчас любовной жизни. Но ты сейчас между двумя мужиками уже висишь и определиться не можешь. Один нравится, но он сложный. Второй проще, но скучный. И ты вот уже месяца два, наверное, с этим выбором мучаешься. То к одному тянешься, то ко второму. А в итоге у тебя ни с тем, ни с другим толком ничего не получается и даже не общаешься. И знаешь что? Ты сама себя так в тупик загнала. Пока ты вот думаешь, вот это все анализируешь, жизнь проходит мимо. Ты боишься сделать шаг в любую сторону, потому что думаешь, что «а вдруг я с ним ошибусь?» И неважно это о ком.
А вдруг кто-то другой лучше, да? Поэтому топчешься на месте. А мужики это видят и сами начинают уже сомневаться, а нужна ли им такая вот, как сказать, нерешительная девушка. И ты прям как на качелях. То туда, то сюда. Сегодня с одним встретилась и думаешь, вот он мой человек. Завтра второй позвонил, и ты уже сомневаешься. И так у тебя идет по кругу. Ты устала от вот этих метаний, но ты не знаешь, как остановиться. Боишься принять правильное решение. А еще ты стала какой-то подвешенный, что ли. Не живешь полной жизнью. Ты живешь вся в ожидании. Ждешь, что там вселенная тебе знак пошлет, кого выбрать, да? Ты перестала там к подругам ходить, ну, встречаться. Дома сидишь и думаешь про вот эти два варианта. Время летит, лето идет, а ты все в раздумьях. Ну, я думаю, что пора уж что-то решать. Какая романтическая искра вспыхнет. У тебя совсем другая история будет. Ты с мужиком познакомишься и сразу поймешь, что вот это он. У тебя не будет никаких там сомнений, никаких метаний. Просто кайф от общения с ним. И вы будете и болтать часами, и время, как говорится, незаметно пролетит. Вот такой вот, как сказать, легкий флирт, вот такая приятная влюбленность, вот такое. И этот мужик, он будет, знаешь, совсем свежий в твоей жизни. Никто из твоих вот сейчасшних претендентов, это не он. Это совершенно новый человек, который неожиданно появится. Вот с ним ты почувствуешь то, чего тебе вот не было с теми двумя. Интерес искренний, желание получше узнать есть и предвкушение вот каждого свидания. И самое классное, это будет взаимно. Не вот эта односторонняя влюбленность, да, когда ты там на шею вешаешься, да, а он отвертывается. Нет, вы оба сразу почувствуете друг другу симпатию. Вместе смеяться, вместе куда-то ездить, вместе планы строить на лето. То есть гармония будет, какой у тебя давно не было. Что, по-моему, что может помешать? Извиняюсь. Проблема в том, что ты можешь захотеть все и сразу. Ты вот познакомишься с этим новым парнем, да, и тут же начнешь планировать там совместное будущее. Он еще толком не привык к тебе, а ты уже про переезд к нему думаешь. Он хочет, знаешь, неспешно узнавать друг друга. А ты уже, прям вот, как говорится, взяла быка за рога, сразу требуешь определенности. То есть ты будешь торопить события. Вместо того, чтобы там наслаждаться вот этим процессом знакомства, да, ты будешь давить на газ. Каждый день от него будешь ждать каких-то шагов навстречу. Вечером не позвонил, уже паника. Если не пригласил на выходные, значит остыл. Ты сама себе нервы вымотаешь. И его тоже напрягаешь. Еще, конечно, ты попытаешься контролировать весь процесс. То есть ты будешь планировать там ваши встречи, решать, куда ехать, что делать, а ему захочется спонтанности. А ты будешь вот на четком графике настаивать. Он, знаешь, он предложит просто погулять по городу, а ты захочешь там кафе, ресторан, официальное свидание, где мое кольцо, где мои цветы и так далее. То есть ты будешь пытаться все упорядочить и в структуру превратить. И самое плохое, ты можешь спугнуть его вот этой своей активностью. Мужики же охотиться любят, а не быть добычей. Он для тебя будет добычей. Ты будешь первая звонить, писать первая, встречи назначать сама. Он просто почувствует, что ты его преследуешь и начнет отдаляться. Не потому, что ты ему не нравишься, да, а потому что, слишком много давления. Нужно дать ему возможность самому к тебе тянуться, а не душить его там заботой и вниманием. Как поймать свое вот это любовное счастье этим летом? Знаешь, стать практично нужно. И в то же, знаешь, время открытой быть. Перестань искать принца на белом Мерседесе. Ищи обычного, нормального парня, который умеет зарабатывать
и который умеет бытовые проблемы решать, быть ответственным также. Не вот этого вот красавчика-романтика, а мужика, на которого можно положиться. Красавчик-романтик для тебя не будет, вот, как говорится, за спиной ты у него будешь счастлива. Нет. Красавчик-романтик, он себя любит. Вон в зеркало каждый день теребонькает на себя. Я это, походу, вслух сказал. Ну да ладно. Все равно никто ничего не поймет. Но знаешь, вот совет еще. При всем вот при этом скучной женщиной не будь. Свою легкость сохрани. Свою способность радоваться мелочам сохрани. Мужикам, знаешь, девушки нравятся, которые могут и от души посмеяться, и подурачиться, и сделать что-то спонтанное. На вот этих твоих серьезности, планах, структуре и так далее не зацикливайся. Живи сегодняшним днем. Твое летнее счастье, оно придет тогда, когда ты объединишь в себе две стороны. С одной стороны, ты будешь смотреть на реальные качества мужика, да? Там есть ли у него работа, жилье, на жизнь планы. Не влюбляйся в потенциал, а смотри на то, что есть сейчас. А с другой стороны, не бойся быть девчонкой. Смейся, шути, глупости делай, водой его облей, борщом покорми. Мужчина твоей мечты, знаешь, он ценит стабильность и легкость. Ему нужна женщина, которая может и борщ сварить, и деньги посчитать, и при этом, как говорится, хохотать заразительно над его шутками. Которая серьезно к жизни относится, но умеет расслабляться и веселиться. Вот когда ты такой станешь, практичный и веселый, тогда и найдешь свою любовь. Потому что покажешь мужику, что с тобой и надежно, и интересно, и это все одновременно, понимаешь? Поэтому вот так вот. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, а мы перейдем к третьему варианту. Троечки, ну тут у вас совсем так. Я уже как всегда напоминаю, у меня бумажка с вопросами. Первый вопрос для сигнификации. Все карты парно читаем. Что сейчас в твоей жизни? Ну, у тебя фигня, у тебя есть мужик. Он постоянно тебя критикует, все время он недовольный. Там, то ты не так одета, да? То не то сказала, то не туда пошла, то медленно. Ты чего такая медленная? И он считает себя вот самым умным. И всегда знает, вот как тебе жить. Каждый день читает тебе лекции о том, что ты не так делаешь. И ты уже заколебалась от вот этих его нравоучений. Я чуть матом не сказал. Ну, все мы люди, все мы человеки. Иногда просто я за вас переживаю, и у меня выскальзывает вот этот мат, потому что я очень сильно душой за вас переживаю. Поэтому простите меня, если я где-то что-то не заметил и сказал. А мужик твой думает, что он король жизни. А ты ему давай кланяйся мне, подчиняйся мне. Вот такое. Он решает, куда идти, что смотреть, с кем общаться, какой фильм смотреть вечером. У него на все есть свое мнение, и оно единственно правильное. Вот когда нормальные, да, здоровые отношения, то среднее, да? Ну, то есть я, например, хочу фантастику, ну, например, мы с тобой в отношениях, да? Я хочу фантастику, ты хочешь любовь, поэтому что? Ищем компромисс и смотрим нормально фантастику. Ну, ты меня поняла. Вот, а у вас нет. Он хочет какую-то ерунду. Ты свою точку зрения высказываешь, а он тебя вот как обрезает, да и объясняет, почему ты не права. И тебя это уже.
Заело, я имею в виду. Но знаешь что? В тебе бунт зреет. Ты уже не хочешь вот этого команденыша слушать и терпеть его вот это командование. Ты начинаешь уже понимать, что ты заслуживаешь лучшего отношения к себе, что мужчина должен тебя поддерживать, а не указывать на твои недостатки. И в тебе просыпается желание начать все заново, жить по-другому. И ты уже думаешь о том, чтобы вот послать его куда подальше, да? Потому что ты устала быть послушной девочкой, которая кивает гривой, да, и соглашается. Ты просто хочешь быть собой и делать то, что нравится. Одеваться даже как хочется, да, и никто тебе не скажет, что ты чё полуголая ходишь. И этот новый настрой в тебе, он каждый день крепнет. Ты готовишься к большим переменам в личной жизни. Ну и правильно делаешь, пора уже для себя пожить, да, начать, хотя бы в 60 лет. Какая романтическая искра вспыхнет этим летом. Летом ты просто отдохнешь от всей вот этой, я слова подбираю, я не могу, мне так хочется прям тебе сказать, да нафига он тебе. Но я так не могу, потому что я нейтрален. Я тебя люблю, и твоего мужика не очень. И твоего мужика не очень, ой, не могу. Так, все, успокоились. Ты отдохнешь от всей вот этой отношений. Ты пошлешь вот этого критикана, да, и поймешь, как классно быть свободным. Перестанешь думать о мужиках и займешься собой. Будешь ходить туда, куда хочется, есть, что нравится. Он там не ест вот это, паразит, да? Я вот прям не могу, особенно когда вот я вот это не ем. Я позавчерашнее не ем. Борщ. Вчерашний, он вкуснее, чем сегодняшний. Но вот про щи я так не скажу. Щи всегда... Так, я кушать захотел. Я не расклад, а какой-то каламбур. То есть ты будешь делать то, чего ты хочешь. И вот эта свобода тебе понравится. Ты поймешь, что сама решать все свои проблемы можно, да, и вообще проблем не будет, да, когда нет второй половинки, то проблем нет, да, как у деда. Вот. Ты поймешь, что не нужен тебе никто, кто там будет указывать, что делать, потому что ты умная, ты красивая, ты самостоятельная, ты какой персик, да, а он урюк. И зарабатывать деньги ты можешь, и дом обустраивать, и планы строить. Зачем тебе мужик, который только мозг выносит? И вот когда ты почувствуешь вот эту силу, когда поймешь, что тебе классно одной, тогда и произойдет магия. Ты поедешь копать картошку к деду. Так, все. То есть ты станешь такой уверенной в себе, такой независимой, что мужики сами к тебе потянутся. Запомни одно правило. Чем меньше нам нужны отношения, тем больше на тебя липнет противоположного пола. А вот чем больше ты хочешь отношений, тем более говнистый мужик или женщина тебе прилипнут, понимаешь? Самодостаточные женщины притягивают самодостаточных мужиков, как магнит. Но, знаешь, романтика не сразу появится. Вот что не говори, вот так. Сначала ты, знаешь, просто будешь кайфовать от того, что никто тебе ничего не указывает. Будешь экспериментировать с внешностью. Сразу говорю, каре не делай, каре от дьявола. Новые хобби пробовать, путешествовать. И где-то вот в середине лета, когда полностью ты расслабишься и забудешь о любовных проблемах, судьба подкинет тебе сюрприз. Появится тот, кто не будет тебя критиковать, понимаешь? А будет твоей силой и независимостью восхищаться. Да, сразу про каре расскажу, почему от дьявола. Это я так считаю, потому что женщины, что-то случается, хоп, каре. Там мужик бросил, хоп, каре. У женщин, вот заметьте, у женщин вот связь с волосом, с космосом через волосы. И когда ты их себе обрезаешь, ни одной ведьмы, колдуньи и так далее с прической каре или меньше нет. Вот это запомните навсегда. Чем выше
ваши антенны, так скажем, да, ну, грубо говоря уж, тем больше у тебя интуиция. Да? Когда волос короток, то просто, если она считает себя ведьмой, а сама лысая, то это значит, что-то не то с человеком. Итак, ладно, мы ушли куда-то. В общем, ты будешь кайфовать. Что может помешать твоему летнему роману? Проблема в том, что, знаешь, ты воздушные замки начнешь строить. Ты познакомишься с новым мужиком и, знаешь, сразу захочешь понять, куда это все ведет. То есть будешь искать там знаки судьбы в каждом его слове, каждый жест анализируй. Вместо того, чтобы просто общаться и удовольствие получать, ты полезешь в дебри вот этих натальная карта и прочие, прочие. Давай мы тебе совместимость посмотрим. Понимаешь? А еще ты начнешь все держать в секрете. Подругам не расскажешь, родным не покажешь его. Будешь думать, что если никто не знает, то никто не сглазит, да? Но знаешь, на самом деле вот эта скрытность, она будет мешать отношениям развиваться. То есть ты будешь жить двойной жизнью, как ты ни крути. С одной стороны, ты открытая и свободная, а с другой таинственная и загадочная, понимаешь? Ты слишком полезешь в себя, начнешь копаться в своих чувствах. Часами будешь думать, что он в виду имел, когда сказал вот это или вот это. То есть ты станешь искать скрытый смысл даже там, где их нет. Вместо прямого общения будешь, как говорится, на кофейной гуще гадать. И самое плохое, ты захочешь контролировать вот весь процесс вашего знакомства. Будешь ждать идеальных условий для развития отношений, да? Думать, что нужно подождать там полнолуния, правильного настроения, благоприятного дня недели, и чтобы Меркурий не был в говне, извините меня за выражение. А жизнь же она не ждет. Пока ты будешь высчитывать вот этот идеальный момент, мужик просто найдет себе другую, которая вот живет, как говорится, здесь и сейчас, а не в мире там мистических знаков. Как поймать свое любовное счастье этим летом все-таки? Ну, знаешь, давай я тебе скажу так, как у меня в голове, потому что я устал уже слова подбирать. Тебе нужно стать романтичной дурочкой. Прости меня, но это так. Вот серьезно, хватит все просчитывать, анализировать. Влюбляйся, как школьница. Мечтай, как девчонка, строй планы, как, извини меня, дура наивная. Именно вот эта легкость и твоя непосредственность привлечет к тебе настоящего мужика. Перестань бояться показаться глупой. Пиши ему смски вот такие милые, присылай смешные вот эти, как их называют, забыл, стикеры в Телеграм. Отправляй картинки, о своих мечтах разговаривай. Мужикам, знаешь, нравятся девушки, которые не стесняются своих чувств. Которые могут вот просто взять и обнять. Просто взять и поцеловать, потому что она захотела, а не потому что мужик высчитывал тоже по звездам все дела. Понимаешь? Но и про практичность не забывай. Смотри не только на его красивые глазки, да, но и на то, есть ли у него там работа, планы какие у него на будущее, желание там детей заводить. Романтика — это хорошо, но жить на одной любви не получится. Тебе нужен мужик, который может, как сказать, не только стихи писать, понимаешь, но и деньги зарабатывать. И знаешь, еще одно важное — это маленькие шажки навстречу делай. Не жди, что он все сам сделает. Иногда там первое напиши, да? Сама пригласи на свидание, сама инициативу проявляй. Я один раз в девушку влюбился всего из-за одного слова. На первом свидании, давно, это было лет 30 назад, на первом свидании она мне говорит: «Ну ты меня будешь целовать или нет?» Она вот сказала, а я в этот момент думал, блин, а как, а что, а стесняюсь, первый раз видимся и так далее. И вот она сама, я по уши влюбился тогда. Но это давно было, лет 30, наверное, назад. Так вот,
Мужики современные любят активных девушек, которые знают, чего хотят. Но делай это все мило и женственно, не как командир, да, вот да, постройся, там, строиться и на первый, второй поцелуй рассчитайся. Нет, не как командир. Как девочка, которая хочет побыть с любимым человеком. Вот так будь. И вот такое сочетание романтики и практичности, оно и принесет тебе летнее счастье. Никак по-другому. Ну, конечно, дома ты не сиди. И вот напиши под этим видео: дед, пошли на свидание. Все, давай, пиши. Я шучу. Так, все, хватит болтать, а то я что-то разболтался. И подписывайся на канал. Вот эти колоды, которые сегодня были в раскладе, ты их можешь себе распечатать. Профессиональные макеты есть на Бусти. Также ты можешь продавать, если хочешь, там на Озоне, на Wildberries, на eBay, еще там где хочешь, независимо от какой страны. И, конечно же, помни, что дед на картошке тебя всегда ждет.